Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – замена плоскостей проекции. И перед тем, как мы начнем решать задачу, несколько слов о том, что это такое вообще есть и как это осуществляется. Давайте посмотрим здесь на примере точки. У нас имеется точка А и две плоскости проекции. Первая P1, вторая P2. Вот точка А, и она, соответственно, имеет две проекции А2 и А1. Обратите внимание, что координата проекции А2 это ZA. Допустим, нам понадобилось провести новую плоскость проекции, то есть заменить плоскость проекции P2 на какую-то другую. Обозначим ее P4. Кстати, почему P4? Поскольку у нас есть еще плоскость P3, мы ее не использовали. Поэтому это по номеру будет четвертая. Линия пересечения плоскостей P2 и P1 была X. Новая линия пересечения это будет X1. Плоскость P4 вот показана здесь, как находится. Точка А как была, так и стоит. У точки А будут две проекции. Это А1, как она была, так и осталась. И проекция станет А4. Это получится проекция в том случае, если мы спроецируем положение точки на плоскость А4. Обратите внимание, что координата точки проекции А4 на плоскости P4 будет равна той же самой величине, это ZA. Это было изображение. Теперь давайте посмотрим это на чертеже, как это выполняется. Опять же, смотрим. Точка А, проекция А2, проекция А1. Линия пересечения X, плоскость P1, P2 и координата ZA. Новую ось X1 мы провели произвольно. И, соответственно, у нас P1 плоскость осталась, а вместо плоскости P2 мы ввели плоскость P4. Если у нас проекция А1 есть, то где будет находиться проекция А4? Ну, очевидно, что на линии связи, которая проведена параллельно оси. Вот эта линия. А сколько отложить здесь от оси? Да вот ту же величину, да ZA, которую мы возьмем с той плоскости, которую мы выбросили. Вот этот момент надо запомнить. Вот в принципе и все. А для чего это делается? Ну для чего мы это посмотрим сейчас на примере задачи. Мы в результате сегодня рассмотрим решение задачи, в которой необходимо определить первое высоту пирамиды, дальше натуральную величину основания, двугранный угол при ребре SC и расстояние между прямыми SB и AC. Можно все это решать как? Вот на одном чертеже. Ну а для того, чтобы нам было понятно и мы не путали то, что решено, не решено, какие мы плоскости поменяли. И вообще рекомендуется это делать первый раз как? Отдельно. То есть сначала мы рассмотрим пункт 1, 2 на одном чертеже, потом на втором рассмотрим пункт 3 и на третьем чертеже рассмотрим пункт 4. Переходим к пункту 1. Нам необходимо определить высоту пирамиды и натуральную величину основания. Значит, для этого мы на чертеже проведем горизонталь из точки С. Ну, в данном случае из точки С, но это может быть и другая точка, в зависимости от формы самой основания пирамиды. И теперь обратите внимание, что мы проводим горизонталь где? В основании. Да, часто это путают. Значит, получилась у нас точка, которую мы назовем, это будет точка у нас 1, проекция 2. Дальше построим линию связи до пересечения со стороной АБ. Вот эта линия связи.
И в том месте, где линия связи пересечет АБ, у нас и получится точка, которая у нас называлась, эта точка 1. Тоже ее пометим. Да, вот эта точка будет у нас. Это будет точка 1, проекция 1. Отметили. Далее проведем непосредственно саму горизонталь. Значит, горизонталь должна проходить вот через эту точку. Угол 158 градусов. И проведем ее дальше. Значит, мы имеем горизонталь. Затем проведем новую ось. У нас была ось, это пересечение P2 и P1. Но проведем ее так, чтобы она была перпендикулярна горизонтали. Вот я нормаль провожу. И далее. Провели. Новая ось. Значит, новая ось. У нас обозначим эту ось. Это будет у нас пересечение. Вот здесь будет плоскость. Эта плоскость как была, так и останется у нас. P1. А вот эта плоскость будет называться P4. Обязательно советую обозначать плоскости для того, чтобы не запутаться. Теперь смотрите, мы выбросили вот эту плоскость P2. Вот то, что было на P1, оно осталось. То, что на плоскости было P2, все точки, вот эти A2, B2, C2, S2, они же будут присутствовать и здесь. Но где они будут? Они, как вы помните, будут присутствовать на линиях связи. На линиях связи, которые будут перпендикулярны новой оси. Значит, проведем эти линии связи. Точка С, ее перпендикуляр есть. Точка С, нормаль, тоже проведем. И точка Б проведем нормаль. Вот она. Дальше. Теперь мы должны отложить. И должны мы отложить расстояния какие. В координату z, где эту координату взять? Вот здесь. Вот здесь. Поэтому мы вот здесь эти прямые перпендикулярные продлим. Дальше. И измерим координаты. Значит, для S это будет вот это расстояние. Для А вот это. Для Б это вот это будет не это будет другое расстояние. Значит, для B мы померим, это будет у нас вот так, так и так. И для C это будет вот это расстояние. Теперь мы такие же, такого же размера вот сюда отложим. Да, отложим. Ну, отложить, наверное, будет удобнее не так, а сделаем мы вот таким вот образом. Здесь А, надо отложить отрезок 10 миллиметров. Да, 10 миллиметров и перпендикулярной оси. Поэтому я беру нормаль и пишу 10 миллиметров. Вот он, отрезочек получился. То есть я это верну назад, а этот отрезок перенесу. Вот так. Дальше здесь его верну назад. Так, это тоже. Ну, то есть все верну назад. Здесь верну назад.
Вот так. И здесь точка С. Точка С, здесь у нас координата 19, да, 19. Значит, провожу отрезок перпендикулярный и длиной 19. Вот этот отрезок, переношу его в точку. Дальше, вот здесь S. S координата будет 38. Опять же, черчу отрезок перпендикулярный и длиной 38. Так, и B, точка B 51. Тоже перпендикуляр и длиной 51. Этот отрезок перенесу вот сюда, точку, где у нас B. Переношу. И вот смотрите, что у нас получилось. Если мы сейчас соединим все эти полученные точки, то смотрите, они лежат что? На одной прямой. На одной прямой. Вот он. И вот это получилось. Подпишем эти точки. Значит, это у нас будет А4. А4 проекция. Вот эта проекция будет у нас С4. Дальше вот эта проекция будет С4. И эта проекция будет Б4. Б4. У нас получилось, что наше основание проецируется, вырождается в прямую. А S, вот точечка находится. Значит, можем мы определить здесь, где расстояние будет от точки S до плоскости. Да, мы для этого из этой точки опустим перпендикуляр. Вот он. Ну и этот перпендикуляр мы сейчас и померим. Вот, и вот, и вот. И вот решение первого пункта задачи. Мы определили расстояние от точки до плоскости. Дальше, это пункт первый. Следом идет пункт второй, и мы должны определить натуральную величину основания. Для этого мы проведем новую плоскость проекций. И проведем мы ее не просто так, а параллельно. Да? Проведем ее параллельно основанию. Эту плоскость мы провели. И теперь, ну я ее на всякий случай чуть удлиню, да, чтобы она больше была. В одну и в другую сторону. Ну, чтобы это было видно хорошо. Дальше, эта плоскость у нас будет. Давайте ее подпишем. Значит, вот здесь у нас P1, вот она плоскость. А вот здесь будет плоскость P4. Она и останется. Вот это будет у нас P4. А здесь другая будет плоскость. Это будет плоскость P5. P5. Теперь, где будут на пятой плоскости у нас находиться проекции А5, С5, Б5? Ну, очевидно, что эти проекции будут у нас лежать на перпендикулярах. На перпендикулярах к этой оси. Вот первая. Дальше вторая точка будет лежать здесь. И точка третья. Вот так.
Теперь давайте разберемся, а что мы должны и где померить, что было где у нас. У нас была плоскость вот эта P4, вот она осталась, а мы построили еще вторую. А что мы убрали? Мы убрали вот эту плоскость, да, убрали вот эту плоскость. Значит, мы расстояние, вы должны мерить координаты, вот они, да, вот и вот и вот, да, вот такие. Обратите внимание, что эти координаты, они будут иметь по своему значению довольно приличный такой размер, и чертеж у нас будет вот здесь далеко находиться. Можно эти координаты уменьшить на одинаковую величину. Для этого мы что сделаем? Вот параллельно перенесем в точку А сюда и удлиним ее ось. И координаты будем замерять не полностью все, а будем от новой этой оси. Значит, координата у нас будет А5, какая? 0. Координата С5 это будет вот этот размер, а Б5 этот размер. Ну, отметим эти размеры. Для С это будет вот этот размер. То есть он должен быть у нас вот от этой точки до этой точки. Вот он размер. Получается 82 миллиметра. Для B это от этой до этой точки 42. 82 и 42. Значит, С откладываем перпендикуляр длиной вот сюда и длиной 82 миллиметра. Для С, значит, этот перпендикуляр перенесем в точку С. Вот сюда. Дальше для точки Б это будет 42. Перпендикуляр и длиной 42. Перенесем его в точку Б. Ну а для А 0. Теперь соединим полученные точки. Так, А и Б. И обозначим. Значит, это будет у нас здесь проекция. Проекция будет называться так. А5. Это будет А5. Дальше. Здесь проекция будет С5. И здесь проекция будет B5. Заштрихуем то, что у нас получилось, чтобы наглядно показать то, что у нас является натуральной величиной. Вот эта величина. И выделим границы. Вот таким образом. Вот решение. Ну, и это тоже, кстати, наше решение, поэтому тоже его также и выделим. Вот. Первое это у нас расстояние до плоскости. И второе натуральная величина основания. Все. Переходим к следующей задаче. Следующую мы решим вот здесь же. Можно было это и там решать, но чтобы было удобнее, то мы решим ее здесь. Необходимо определить двугранный угол при ребре SC. Давайте разберемся сначала, где это ребро. Вот оно. Вот это ребро SC. И двугранный угол образуют еще что? Вот эти прямые AC и BC. AC и BC. Проведем новую плоскость проекции и проведем ее так, чтобы она была параллельна вот этому ребру SC. То есть поставим ее так, сделаем ее линией пересечения, ну и на всякий случай ее чуть-чуть удлиним. Так, и в другую сторону тоже.
Теперь построим. Вот смотрите, P1 мы выбросили. Построим новые проекции точек S, B, C и A. Ну, чтобы их построить, что мы должны сделать? Мы должны провести перпендикуляры. Значит, нормаль. Вот сюда. Вторая из точки А. Нормаль. Сюда. Из точки Б. Нормаль. Вот сюда. И из точки С. Сюда. Нормаль. Провели. Затем мы должны дальше отложить что? Координаты z, помните, да, которые мы откладывали. Например, на рисунке, вот самом первом, который мы смотрели. Где мы должны взять эти координаты? Вот здесь, с той плоскости, которую мы выбросили. Поэтому для c это будет у нас вот она координата. Для А вот эта координата. Для B, соответственно, вот эта координата. И для S это будет вот эта координата. Вот эта координата. Теперь давайте такие же отрезки и построим. Ну, начнем с чего? С S 74 миллиметра. И строить будем как? Берем перпендикуляр, строим сюда, длиной 74 миллиметра. Этот перпендикуляр переносим вот в эту точку, вот сюда. Дальше для А перпендикуляр длиной 21 миллиметр. Так, нормаль. И эта нормаль должна быть 21 миллиметр. Опять же берем ее, переносим вот сюда, в эту точку. Для С это 5 миллиметров. Нормаль. Вот так, 5 миллиметров. Берем ее и переносим там, где С. И для Б это будет у нас 68 миллиметров. Опять же нормаль. 68. Опять берем ее и переносим. Переносим вот в эту точку. И теперь соединим то, что у нас получилось. Ну, нам это будет, наверное, немножко мешать. Отодвинем. И соединим. Смотрите, SC. Где у нас S? Вот это C. Соединяем. Дальше. Отрезок АС. А вот здесь, С вот здесь. Соединяем. Дальше у нас это С, да, а нам нужно, давайте посмотрим, какой угол. Вот это, да, вот эту сторону, правильно? Значит, не так мы соединили. Значит, нам надо соединить что? Вот она, СА и СБ. СА соединяем. И дальше соединяем СБ. Значит, вот что у нас здесь получилось. Такое положение. Обозначим, для того, чтобы мы не путались. Здесь вот это будет у нас S, получается 4. У нас плоскость. Вот здесь это будет А4. Это будет у нас B4. И это будет у нас C4. Но этого мало.
Теперь мы должны сделать следующий шаг. Мы должны провести плоскость и провести ее так, чтобы она была перпендикулярна SC. Значит, SC. Значит, это будет у нас плоскость пятая. Значит, для этого проведем перпендикуляр. Мы будем вот так проводить. Сюда нормаль. Вот так. И теперь его перенесем. Ну, вот где-то так поставим. Затем, опять же, да, что мы сделаем? Опустим перпендикуляры из точки А. Дальше, смотрите, S и C лежат у нас, они, ведь получается на одной прямой. То есть вот сюда. Дальше из точки B опустим сюда. Нормаль. И сюда. Что теперь мы должны сделать? Мы должны отложить высоты. Но какие? Ну, давайте разберемся. Значит, для этого мы еще обозначим. Вот у нас здесь оставалась плоскость P2. Новая плоскость получилась P4. Здесь P4 осталось, а здесь получилась плоскость P5. Значит, у нас вот тут P4 есть, а мы выбросили что? P2. Да? То расстояние мы откуда? Вот отсюда должны взять. Поэтому давайте это все померим. Значит, мы вот эти расстояния должны взять. Для точки S это вот это. Для точки А это вот это расстояние. Для точки Б это вот это. И для точки С это вот это расстояние. Теперь давайте дальше отложим. Что мы должны? Эти перпендикуляры отложить. Да? Вот давайте S, и смотрите, S и C у нас, они что? Имеют одинаковое расстояние, да? Одинаковые координаты. Это означает что? Что они будут находиться в одной точке. Проводим нормаль. И она составляет 49 миллиметров. То есть переносим эту сюда в точку DC. И вот здесь мы будем иметь, подпишем, это будет у нас здесь точка, в которой будет у нас находиться вот здесь. Это ребро, это будет у нас точка S и 4. S5, S это будет S5. S5 совпадает с C5. Вот она. Это важно. Ну а теперь давайте построим точки А4 и Б4. А4 это 71 миллиметр. Проведем перпендикуляр. Так, куда-то он не туда ушел. Проведем из этой точки вот сюда нормаль. И это мы нормаль 71 для точки. Вот сюда. И длина 71. Есть. Перенесем ее. Поставим. Дальше, следующее, проведем нормаль. И для точки B, эта координата у нас там получается 19, да? Нормаль. И длиной 19. Вот она, перенесем ее. Поставим в эту точку. Теперь соединим полученные точки.
вот здесь и вот здесь. Ну, давайте я перенесу немножко так, чтобы у нас оно было наглядно видно. И обозначу. Вот эта точка у нас будет. Так. 1. Ну, эту тоже таким маленьким кружком обозначим точку. Большую уберем. И это выделим. Это и есть решение нашей задачи. Ну, найдем этот угол непосредственно. Это будет угол вот отсюда до сюда. У нас он получился равным 173 градуса. 173 градуса. Вот все с этой задачей. Ну, и теперь посмотрите. Задача третья. Значит, я думаю, что нет смысла ее тут еще раз показывать. Она решается абсолютно одинаково, как задача номер 2. Единственное, здесь, помните, что мы брали вот это, брали ребро SC и параллельно ему проводили новую ось. А здесь необходимо сделать другое, взять ребро. То есть идея такая же, поставить это ребро так, чтобы оно отображалось в виде точки. Но здесь, смотрите, двугранный угол, здесь нужно найти расстояние между СБ и АС. Где это СБ? Вот это у нас получается СБ. А АС где? Вот она, да, вот она. Вот два этих ребра. То есть мы имеем два ребра, и новую ось здесь нужно провести параллельно вот этому ребру. Да, вот, и на нем сосредоточиться. Проводим параллельно, находим это ребро и вот эту сторону. Затем перпендикулярно этому же ребру оно будет отображаться в точку, а второе оно будет в виде прямой. Ну, из точки опускаем перпендикуляр и находим, соответственно, расстояние между точками. Вот и все по этому занятию. До свидания.